На важности почвы были многоразличные суждения. Они называли ее матерью, кормилицей прозябаний. Могла бы дать мне читать. Пора. Господи, сбежать, что ли? Ты только представь, как это. Люди судят людей. Указом его императорского величества. Ну. Ты же никогда ничего не боялся. Не боялся и не боюсь. Это другое. Странный ты сегодня. Не болен ли? Просто волнение. Просто легкое волнение. Ладно. Да. Петр Иванович, прошу вас. Значит, ознакомьтесь с документом. Здесь прописаны ваши права и обязанности. Не торопитесь. А что же, это все нужно прочесть прямо здесь? Да, вам будет необходимо поставить вашу подпись. Павел Андреевич, пожалуйста, теперь вы. Благодарю. Прошу прощения. А у вас то же самое? Полагаю, да. Кто вы? И что с вами случилось? Так, вам что, сегодня только для присяжных дела? Вы куда? Вы куда? Это вы? Вам чего? Пройдите в кабинет, господа. Простите, шляпочку. Она вам не понадобится. Что вам угодно? Зачем вы закрыли дверь? Дверь не следует закрывать. Выйти нужно. Это как же? Да так же. Прокурор где? Они не прибыли еще. Как не прибыли? Так вы, Господи Боже, одно лицо с убиенным Матвеем Никитичем. Знали, значит. Вы теперь все мои пленники, господа присяжные заседатели. Господин следователь Штольман,
Я, Андрей Кулагин, сим требую немедленно возобновить разбирательство по приговору, коего невинной жертвой я стал 2 года тому назад. Господа небескорыстно вершащие судьбы людские будут мною задержаны до момента установления истины по моему делу. Вы должны найти настоящего убийцу городского головы Матвея Кулагина. В случае попытки освобождения силы названные господа будут убиты мною. Яков Платонович, в суде у прокурора неизвестный стрельбу открыл. 1, 2, 3, 4, 5. Я тебя иду искать. Вы часом не военный? А что? Хорошо стреляете. Я решил, что вы надежды знаете больше на здравомыслие у военных людей. На чужое здравомыслие рассчитывать не стоит. Я зря рассчитывал, что меня не сочтут убийцей родного брата. Вот вы поэтому решили действовать так. Ну, несколько негуманно. 2 года каторги. Вопиют и требуют справедливости. Извините. А теперь, господин с трясущимися руками, вы свяжете своих коллег. Я? Ой. Прошу вас. Не обессудьте. Не больно? Вам теперь торопиться некуда. А лучше Бога молить, чтобы полицейское начальство ко мне прислушалось. Знаете, я вот думаю, если нас попытаются, силой освободить, что тогда? Зачем же силой-то? Этого не надо. Не надо, да. Слышите, никто нас отсюда силой освобождать не станет. Мы этого не желаем. Яков Платонович! Что случилось? Я ни от кого добиться не могу. Вы что здесь делаете? Там Вам лучше уйти отсюда. мой дядя в приемной прокурора. Скажите мне, что случилось? Там беглый каторжник. Господи, что делать? Вы прежде всего успокойтесь. Я же только что видела, как человек вошел в здание, а вслед за ним дух, как 2 капли воды похожий. Мы потом об этом поговорим. Я могу чем-то помочь? Проводите Анну Викторовну в безопасное место. Слушаюсь. Яков Платонович, стреляли у меня в приемной. Я задержался на 1-м этаже. Бог уберег. У меня там секретарь мой, Скамейкин. Это Кулагин. Андрей Кулагин. Вы помните его дело? Проходил 2 года назад. Как брата-убийца. Осудили на 10 лет каторги. А сколько человек у вас в приемной?
Хотя бы приблизительно. Ну, не знаю, не знаю. А теперь, господа, чтобы вы не подумали, что я тут перед вами спектакль разыгрываю, извольте-ка взглянуть сюда. Это что? Один выстрел и... Не продолжайте. Фейерверк и аутодафе. Любите поговорить красиво? Скажите, а что за следователь вел ваше дело? Не Штольман ли? А вы что, знаете Штольмана? Имею такую честь. Ну и каково впечатление? Достойный человек. И профессионал своего дела. Погубить нас задумали! Это он неосознанно, я уверяю вас. Кулагин. Следователь Штольман. Вы один? Да. Отлично! Я получил вашу записку. Не вздумайте причинить вред пленникам. Скажите вашим людям, чтобы вели себя тихо. Пленники нервничают, а это опасно. Хорошо. Николай Васильевич! Анна Викторовна, как вы здесь оказались? Там мой дядя. Вы же понимаете, я не могу уйти. Ваш дядя в приемной прокурора? Да. Приглашен быть присяжным заседателем. Господи, мне даже как-то стало немного спокойнее. Если Петр Иванович там, не должно произойти ничего плохого. Он человек умный, тонкий, он что-нибудь придумает. Мне вот, знаете, совсем неспокойно. Мы должны сохранять спокойствие, чтобы справиться с ситуацией. Господин Штольман, заберите меня! У меня боязнь закрытых помещений. Я могу рассудком повредиться. Я даже дверь открываю, когда один в комнате нахожусь. Слышали? Они достаточно благополучные. Да слышу я. Может, отпустите этого несчастного? Господин Штольман, у него тут бомба! Он всех нас укокошит! Да что там происходит? Отойдите от двери. Извольте, берите! Теперь кладите оружие на пол и заходите. У меня нет оружия. Верхнюю одежду и сюртук снимайте. Хорошо. Простите, что задержался. Не сразу решились прийти? Ну, не каждый день встретишь беглого каторжника, взывающего к правосудию. Это верно. Я случай исключительный. И что вы хотите? Меня обвинили в убийстве родного брата, городского главы Матвея Кулагина. А вы не убивали? Нет, не убивал. Мои условия просты. Вы отпускаете заложников под мое честное слово заняться вашим делом. Что ж, деловой подход. А вам не приходила в голову мысль, почему я пришел именно сюда? К прокурору? Да. Я бы желал сейчас держать на мушке не этих двух несчастных, а прокурора Персианова и следователя Изварина. Так вы их считаете виновными в смерти брата? Именно.
Были бумаги, из-за которых его убили. И вы их видели? Я знаю, что они были. Что же это такое происходит, а? Что происходит? Никогда. Вы знаете, еще никогда в нашем городе. Это просто безобразие какое-то. Николай Васильевич, это мой подопечный, каторжник беглый. Захватил присяжных в присутствии. Осудили его 2 года назад. Фамилия? Кулагин. Его фамилия. Брат. Городского головы Его. Кулагина? Близнец-убийца. Вот оно как. Объявился. Вы должны мне поверить. Я думаю, мое предложение для вас абсолютно приемлемо. Какое? Тащить с собой начальника отделения? Но в таком случае вы точно гарантированы от любых случайностей. Вы же понимаете, что у меня нет выбора. Был бы прокурор, ушел бы с ним. Я даю вам слово. Я займусь вашим делом, но вы должны мне обещать, что вы не причините вред прокурору, либо любому другому лицу в городе. Слово. Этих 2 я отпущу после того, как экипаж тронется. Договорились. Уводите всех людей от здания суда. Оцепление снимайте. Мой экипаж вплотную подгоните к крыльцу. И чтоб никаких преследований. Слушай, сударь. Ко мне. Так, все, уходим. Городовые, за ними. Подъезжай. Аннет, оставайся на месте! Ради всего святого, стой там! Гони! Что, ослушались приказания? Что за черт? Я же приказал не стрелять. Могли бы и вас задеть. Значит, брата вы не убивали? Нет. А какой же мотив они вам приписывают? Ревность. Будто я убил Матвея из-за того, что любил его жену. Да, я любил Веру, но я не убивал. Стой! Я на вас надеюсь. Только помните о своем обещании. Не вздумайте угрожать прокурору. Трогаем. Кто стрелял? Я спрашиваю, кто стрелял? Сам в недоумении. Из наших никто не признается. Нужно будет извлечь пулю из пролетки. Что хотел от вас этот безумец? Не знаю, жаждет поквитаться с прокурором. Месть за приговор? Да. Кулагин ведь тогда не признал свою вину. Сомневаетесь в его виновности? Нужно найти этого каторжника. Если он действительно угрожает господину Персианову, а вы хотите его отпустить? Я теперь головой отвечаю за нашего прокурора. Не нужно отвечать, нужно найти его и взять. Догонять. Вы все еще здесь? Дядя, там у прокурора успокаивает судебного секретаря. Яков Платонович, вы
Я так рада, что все это закончилось. Все еще только начинается. Итак, осужденный сбежал с каторги и жаждет мести. Случай вопиющий, господа. По городу гуляет беглый каторжник. У него претензии именно к вам. Скажите, может быть, между вами и покойным городским головой были разногласия, а теперь его брат преследует вас. Ну, положим, были разногласия. Но не дело беглому каторжнику выдвигать обвинения против прокурора. Для чего мы тогда идем? Да, это неслыханно. Я должен ознакомиться с делом, чтобы… Яков Платонович, я надеюсь, вы не будете заново расследовать дело, у которого было уже судебное решение. Позвольте заметить, я тоже не вижу никаких оснований для пересмотра дела. Лишь потому, что преступник считает приговор несправедливым. Где вы видели каторжника, который был бы согласен с приговором? Мне нужно восстановить картину преступления, чтобы понять, как мыслит осужденный. Ну, в этом, пожалуй, есть резон. Когда у меня на допросе была вдова Кулагина, мне казалось, что и она боится своего деверя. Со своей стороны могу только сказать, что сделаю все, чтобы вашей жизни не угрожала опасность. Целиком и полностью полагаюсь на вас. Я видел убитого Кулагина один раз в своей жизни на приеме. Говорят, он был весьма бескомпромиссный человек, даже жесткий. Братец его тоже произвел впечатление. Спасибо. А ты что, его видел? Угу. Сегодня. Имел удовольствие познакомиться. То есть как? Когда ты отправился на службу, мне принесли письмо из суда. Так ты… Угу. И что там было? Ничего из ряда вон. Штольман. Штольман герой. Но вы же вместе ушли. И ты тоже туда ходила? Нет, нет, нет. Я просто ждала дядю в парке. Ну, мне сказали, что там были только судейские. Зачем пугать людей? Да дядя проявил выдержку и оказал неоценимую помощь полиции. Также осознал, что суд присяжных не есть истина в последней инстанции. Несколько человек уверовали в то, что брат убил брата. Ну, теперь об этом трудно судить. Скажи, Виктор, а ты ведь знаком с нашим прокурором? Что он за птица? А почему тебя это интересует? Так. Праздное любопытство. Ну, разумеется, я общался с ним по роду деятельности. Не с его ли помощью ты определил меня в присяжные? Отправили тебя в присяжные. Ты и там сумел в историю попасть. Скажи, что я во всем виноват. Скажи. Угодно. Кулагина Вера Аристарховна дома? Как вас представить? Следователь Штольман. Я могу войти? Да, конечно. Скажите, вы кем будете? Я управляющий у Кулагиных. Давно служите? Почитай, 2 года. Вы служили, когда мужа Веры Аристарховны убили? Нет, я уже позже. Пожалуйте в гостиную, я доложу. Аннет, я не знаю, как тебе это сказать, но мы должны разобраться в этом деле. Обязательно должны, я обещал. Кому? Штольману?
Кулагину. Что? Дед, ну ты не перестаешь меня удивлять. Казалось бы, эту историю ты должен вспоминать, ну, как не самую приятную. А ты… Если человек хочет добиться справедливости, но если он в самом деле невиновен. Вслед за Кулагиным в здание суда вошел дух его брата. И что? Действительно похож? Ты знаешь, я ведь что-то чувствовал. Я чувствовал с самого начала. И потом, на всем протяжении, я не знал, как себе это объяснить. Но было, да. Да. Да, он и сейчас здесь. Да? Ваш брат хочет найти настоящего убийцу. Помогите ему. Пусть ему вера поможет. О какой вере идет речь? Да неужели же вы хотите новых жертв и сломанных судеб? Соблаговолите объяснить, почему вы не сразу в полицию обратились? Мне надо было удостовериться, что из дома не пропали важные бумаги. Вы хотите сказать, что, найдя убитого брата, были в состоянии проверять его бумаги? Что же это за бумаги? Это личное. Ваше благородие, вот. Чья трость? Моя. Вы пришли в гости с тростью, в которой имеется клинок? Я везде с ним бываю. Но сейчас клинок запачкан кровью. Вы арестованы, господин Кулагин. Что он говорил о вере? Аннет, тебе непременно нужно повстречаться. С кем? С Кулагиным? Я, кажется, знаю, о какой вере идет речь. Вы из полиции? Следователь Штольман Яков Платонович. Угу. Что вам угодно? Меня интересует обстоятельства смерти вашего мужа. Так я же уже все рассказала. А вы не вспомните подробно, как все случилось? Послушайте, я уже все рассказала тогда еще другому следователю. А вы мне расскажите еще раз, пожалуйста. Меня тогда не было дома. И когда я пришла, Матвей был уже на полу, и он был мертв. А где в этот момент находился Андрей? Андрей сидел в углу, и он был вне себя. Что он делал? Ничего. Что-то вам сказал? Нет. И вы не испугались того, что он может убить и вас? Меня? Если он убил собственного брата, мог и вас убрать как нежелательного свидетеля? Нет, мне не пришло это в голову. Из материалов дела ясно, что орудие убийства – это была трость с клинком. Находилась она в прихожей. Вы когда вошли в дом, вы не заметили ее? Нет, я не обратил внимания. И вы не спрашиваете, почему я пришел и задаю вам все эти вопросы? Ну, я думаю, если вам будет угодно, вы сами скажете. Расскажите, какие отношения были между братьями? Они никогда не ссорились. Ну, если вас это интересует. Были то ближе, то дальше. И вы ведь единственная наследница? Да. Так вышло, потому что Андрея осудили. Между вами и Андреем Кулагиным вы… Да. Зачем вы спрашиваете, а? Вы же читали дело. Несколько дней назад Андрей Кулагин сбежал с каторги. И сегодня в городе он пытался захватить прокурора Персианова. И вы поверили, что Андрей мог убить собственного брата? Ну, как я могла не поверить? Вы знаете, после этого можно потерять веру в Бога, не то что в людей.
А мне почему-то кажется, что вас совсем не удивил мой приход, потому что вы знали, что Андрей в городе. Вы знаете, вы правы только в одном. Меня уже мало что может удивить. Так вы знали, что он сбежал? Нет. Всего доброго. Добрый день. Если честно, я ожидал вашего появления. Дядя вас призвал помочь Кулагину. Нет, со мной говорил дух покойного. И что же это он вам такого сказал, что привело вас сюда? Он сказал, брату только Вера может помочь. И знаете, как-то недобро он это сказал. Ну, а может быть, это не имя вдовы, а призыв смириться и молиться за душу покойного? Ну, согласитесь, странное было бы совпадение. Странное. А вы попробуйте с ней поговорить. Может быть, у вас получится. Со мной она говорить не захотела. А я вас здесь подожду, если не возражаете. Так, послушайте, меня только что допросил следователь. Да, но… Почему вы думаете, что имеете право задавать мне подобные вопросы? Я прошу, покиньте мой дом. Вы что, плохо слышите? Что? Покиньте мой дом. Ах, простите меня. Ну, она меня выгнала. Я так и думаю. Но вы же знали, что я не только ее там увижу. Нет, вы что, кого-то там видели? Их обоих. Слушайте, пока Матвей лежал, Андрей рылся в ящиках стола и комоде. Вера мне об этом не сказала. А вот Андрей упоминал о каких-то документах. Да, еще у меня было видение. В тот день, когда Матвей подходил к дому, он видел человека на соседней крыше. Вот на этой. Интересно. То есть в ту ночь Матвей видел человека на крыше? А как вы различаете братьев? Они же близнецы. В жизни, наверное, бы не узнала. А вот духов, знаете, сразу видно. Ох уж мне эти ваши духи. Пойдемте, подвезу. Вам эта женщина не показалась странной? А вы думаете, Кулагин мог брата из-за него убить? Не знаю, во всяком случае, в деле это указано как мотив. Некоторые женщины обладают способностью вовлекать мужчин в войну. Как госпожа Нижинская? Остановите, пожалуйста. Куда вы? Я вас подвезу. Не стоит, он же в другую сторону. С чего вы так решили? А потому что гостиница, в которой живет Нижинская, в той стороне.
Смотришь на меня, как на воскресшего. Как же ты прикажешь на тебя смотреть? Ты меня что, боишься, Вера? Ты? А ты что, не боишься? Ты не боишься, что, увидев тебя, я с ума сойду? Почему? Каждую ночь мне снится Матвей. Я каждую ночь молю, чтобы он только отпустил. А за меня? Я ж только и думал, что ты за меня молишься, поэтому я и живой. Зачем? Зачем ты пришел? Хочу доказать, что я не убивал. Уходи. Где Матвей хранил все самое ценное? Там должны быть бумаги. Нету больше ценных бумаг. Ну что? Дело без сучка, без задоринки. Свидетели, улики, все указывает на брата-убийцу. Так вы думаете, что виновен? Трудно сказать, но если Кулагин, сбежав с каторги, взывает к правосудию, то, надо понимать, его завлекли в ловушку. Лирика все это, Антон Андреевич. А вы должны руководствоваться фактами. Прочли дело, знаете все обстоятельства. А не заметили ничего странного, может какое несоответствие? Да нет, вроде все соответствует. Орудие убийства? Клинок в трости. Принадлежавший Андрею Кулагину. Нашли его? В прихожей. Где и положено ему быть. На клинке кровь, так? Так. Так вот вы мне скажите, зачем Кулагин, убив своего брата, вышел в прихожую, аккуратно поставил там трость и возвратился обратно в гостиную? Что-то забыл? Либо запутать следствие. Хорошо. Ну вот заключение судмедэксперта, нашего доктора. Размер и характер раны приблизительно соответствуют форме клинка. Ну да. Приблизительно соответствует. Вы когда-нибудь слышали, чтобы наш доктор так изъяснялся? Да нет же, он всегда предельно точен в формулировках. Вот именно. И вообще, судя по протоколу, судмедэксперта на месте преступления не было. Вот это странно. Да. Такое убийство городского головы, обязательно должен присутствовать судмедэксперт. Да. Это должно что-то значить, но я в толк не возьму. Что именно? Пока не знаю, но это дает вам повод покопаться в этом деле. Да. А что вы знаете об этом судебном следователе из Варени? Ведь вы еще застали его в полиции? Да, но знаю немного. Знаю то же, что и все. Он женился на дочери прокурора Персянова и после вашего приезда получил должность при своем тесте. Поезжайте-ка вы к этому Изварину и расспросите, что он думает об этих манипуляциях с клинком и почему он не вызвал судебного медэксперта на место преступления. Я все сделаю. Любезный,
Ты здесь здешний дворник? Точно так. Скажи мне, а как можно на ту крышу попасть? Это зачем же вам на крышу? Из любопытства. Следователь я из полиции. Так как можно на крышу забраться? Ну, это если только через квартиру господина Соловьева, податного инспектора. Они занимают весь второй этаж, там и вход на крышу. И часто этот господин Соловьев на крыше отдыхает? Господь с вами, зачем это ему? Он солидный господин-то. Ну тогда ты мне скажи, ты должен помнить, кто мог на крыше сидеть 2 года назад. В ту ночь убили городского голову. Не понимаю я, о чем вы толкуете, ваше благородие. Врешь. Я ж по глазам вижу, врешь. Ты кого покрываешь, убийцу или вора? Да что вы, какой еще убивец? Кого ты покрываешь? Я ж тебя на каторгу упеку за соучастие. Невиновен я, не знаю никаких убивцев. Да дело такое, житейское. Вы уж не погубите, ваше благородие. Ну давай, рассказывай. Здравствуйте, Леонид Алексеевич. Разрешите представиться, Коробейников Антон Андреевич, помощник начальника сыскного отделения. Чем могу? Требуется ваше содействие в прояснении некоторых, так сказать, моментов. Короче, молодой человек. Помогите, не сочтите за труд уточнить кое-что по поводу господина Кулагина. Все изложено в деле. Вы ведь получили дело? Да, точно так. Однако кое-что вызывает сомнения и требует уточнения деталей. Беглый каторжник на свободе, а вы всю деталь уточняете. Дело в том, что в протоколе указано, что медицинского эксперта не было на месте преступления. Можно узнать, почему? Я отправил за ним посыльного, но он не явился. Кажется, его не было ни в больнице, ни дома. Я сейчас уже точно не помню. Благодарю за ответ. И, с вашего позволения, еще один вопрос. Господину Штольману показалось весьма странным, что убийца вышел в прихожую с орудием убийства, а после снова вернулся к трупу. В деле это никак не объясняется. Может быть, вы прольете свет? А какое это имеет значение? На выдвижном клинке трости была обнаружена кровь. А зачем он ее туда отнес? Какая разница? Действительно. А кто нашел трость? Я. Вот как. А как вы нашли лезвие? Вы знали, что оно там есть? Я знал, что оно бывает в таких вещицах. А сейчас, прошу простить, дела. Да. Надеюсь, господин Штольман займется, наконец, поимкой беглого каторжника. Разумеется. Не смею больше отнимать у вас время. Благодарю. Mon père, avec ma mère, elle dit moi un petit poème. 1, 2, 3, je suis un petit chat. J'entre dans un grand château. L'on me donne du gâteau. Господин Филюрин. Да? Не имею чести. Следователь полиции Штольман. Что угодно. У меня к вам пару вопросов. Ко мне? Какие вопросы ко мне у полиции? Известно нам о ваших отношениях с госпожой Соловьевой. Что? Милостивый государь. Да вы успокойтесь. Мне ваш роман с замужней женщиной не интересен. Вы мне расскажите, что вы видели 2 года назад, просидев на крыше всю ночь. Что за фантазии? В ту ночь муж неожиданно вернулся домой, и вы вынуждены были просидеть на крыше. Только утром дворник помог вам слезть, лестницу приставил. Врет он все. Ну и зачем же ему врать? Вы расскажите лучше, иначе мне придется расспросить обо всем господина Соловьева. Это такие теперь методы у нашей полиции. С крыши вам хорошо был виден дом в Кулагине. Так вот, мне интересно, кто в него входил и выходил в ту ночь. Слушаю вас. Могут пострадать невиновные. А потому я буду тревожить ваш дух до тех пор, пока вы не поможете найти мне настоящего убийцу.
Спаситель мира. Спаситель. Что ей угрожает? Спаситель.